Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл Орешкин и передача «Лучшие реплеи недели». На дворе месяц май, и у всех уже давно отлетают башни в игре. Но оставить без наград реплеи из 8.11 мы просто не можем. И поэтому весь сегодняшний выпуск собран из ваших старых реплеев. А для новых реплеев у нас есть отличный повод. С 17 мая двухкратный опыт по выходным. Играйте чаще и присылайте нам как можно больше хороших боев. В общем, хватит пояснений, переходим к разогреву. Разогрев сегодня будет необычным. Настоящий хит-парад нелепостей и неудач. Вот что вас ждет. И начнем мы на рудниках. Ваффентрагер АУФ ПЗ-4 на протяжении всего боя раздает урон направо и налево. 7 фрагов — это вам не шутка. И лишь когда из врагов остается только один такой же немец, мы понимаем, что госпоже удачи тоже не чуждо чувство юмора. Меткий выстрел поджигает последнего неприятеля, но и наш герой тут же получает смертоносную ответку. Главный герой погиб, догорает последний противник. Грусть, тоска, ничья. Едем дальше. Объект 261 проводит очень даже неплохой бой на монастыре. Команда доминирует на всех фронтах, и у него особо нет повода показывать, кто тут реальный танчила. Но только до поры до времени. Фош 155 выкатывается и неуклюже спрашивает телефонно позвонить. «Ты зашел не на тот район, дружище?» Устрашающий крик «иди сюда!» и объект пускается в погоню за наглецом. Хороший удар по почкам, и у Фоша темнеет в глазах. Все, бой продолжать он не способен. Неуклюжий удар в стену от француза и нокаутирующий выстрел от объекта заканчивает эту неудачную прогулку по району. Следующий пункт в меню – борщ на мураванке. Весьма странно звучит для обычного человека, но для танкиста – блюдо знакомое. Этот парень мог бы стать воином недели, и я не шучу. 9 фрагов. Девять. Но что-то опять пошло не так. Где-то не повезло и... вы уже видели такое на рудниках. Последний противник показывается на холме, происходит размен выстрелами, и безудержный таран Т-341 сводит бой к ничьей, а победа была так близка. В продолжении темы о реальных парнях отправимся на Химмельсдорф. ГВ «Пантера» и Су-14-2 стояли себе, лузгали семки и терли за жизнь. А тут эта елка как ворвется, как начнет дерзить. Пацаны-то быстро сообразили, как разрулить ситуацию. Слышь, сейчас старший подъедет, разберемся. Вот он и разобрался. Ох, а вот и самый обидный реплей. Эти два парня могли стать кем угодно. Защитником, воином. Они могли даже получить лучший реплей недели. Пацаны к успеху шли, но не дошли. Не фартануло. Ладно, заканчиваем разогрев и переходим к номинациям. Разведчиком этой недели становится игрок с ником Танк Мансенсен на батчате. Карта Малиновка. Да-да, именно Малиновка, вы не ослышались. И нет, просто стоять наш барабанщик не собирается. С начала боя француз применяет тактику сверхактивного света. Засветив первые 30 секунд самых резвых врагов, наш герой двигает в низину. Именно отсюда он и применяет на практике всю свою теорию «свети-стреляй». Конечно, стрелять — это не обязательная мера, но не отдавать же всех врагов на растерзание союзникам. Избавившись от ваффентрагеров и прочих подгорно-лесных троллей, можно почувствовать себя увереннее. Просто выкатиться чуть дальше и засветить коровники. Команда одобряет. Еще бы! Теперь все, что требуется от союзников, это успеть сводиться. Конечно, нашего разведчика видят, но вот сделать с ним ничего не могут. В итоге враги мирно лопаются без особого сопротивления, а батчат получает почти 11 тысяч урона по разведданным, дамажит добрую половину неприятельских машин и, конечно же, получает звание разведчика этой недели. Поздравляем! Стальной стеной этой недели становится игрок с ником Фронткампер. Внимание! На арте! Да не просто на арте, а на французской арте. Ну и чтобы экшен был совсем на уровне, нашего героя закинуло на Химки. Да уж, если бы Уве Болл снимал фильм по World of Tanks, он бы точно взял этот эпизод за основу сюжета. В самом начале боя наша самоходка уничтожает горячо обожаемого всеми врагами Гриля. Почему горячо обожаемого? Потому что после его гибели противники будто бы поставили перед собой целью уничтожить француза, причем любой ценой. Первым в очереди стоит А-20. Но вместо сладкой мести он получает горькую гибель, а нашему герою лишь слегка помяло гусеницу.
Хотя это куда больше, чем то, что смог сделать Су-85Б. Он смог только взглянуть на нашего героя. Вот ВК-3001H — это уже серьезно. Немец выкатывается и не пробивает арту первым выстрелом. Безнаказанно такая оплошность пройти не может, и ВК получает парочку смачных затрещин. Завсегдатый Октоберфеста стреляет еще раз, но единственное, что у него получается, это лишь напугать ЦАУ. Попытки спрятаться не спасают тяжи, и у него остается последний шанс, но бравый француз и его сводит на нет. Наш картонно-пенопластовый друг умудрился остаться в живых, наколотил 4 фрага и стал стальной стеной. А благодаря нашей передаче стальной стеной этой недели. Что тут скажешь? Молодец! Защитником этой недели становится игрок с ником К. Майкл на 7-м ИСе. Обычные для тяжа бадания в городе на линии Зигфрида помогают семерке до поры до времени остужать пыл бравых соперников. Но как только начинается захват, ситуация меняется. Оставшиеся 4 вражеские машины хотят прекратить бой раньше времени, и думать тут особо не приходится. Наш герой двигает в направлении базы в сопровождении союзного батшата и тут же натыкается на совсем не теплый прием Т-110Е5. Игнорируем этот факт и успеваем сбить захват выстрелом в Т-62А. Батшат, кстати, тут же умер, и теперь помощи ждать просто неоткуда. Союзная ПТшка начала параллельный захват, а МХ-50-120 занят. Просто занят. Есть время разобраться с американским агрессором. Однако первый выстрел не уничтожает врага, и тут же нам опять приходится отвлечься. Т-69 получает по первое число, и полоска вновь откатывается на много пунктов назад. Пользуемся секундной паузой и все-таки отправляем Т-110Е5 на отдых. Радость? Сомнительно. Гадкая красная линия все еще опережает нашу зеленую. И лишь точный выстрел по Т-69 сводит шансы соперников на победу к минимуму. И еще один выстрел по Т-62А, чтобы закрепить успех. Кстати, АМХ-50-120 все-таки поучаствовал в бою, стал свидетелем того, как наш герой уже с чувством выполненного долга спокойно добил Т-69. А чтобы это чувство стало незабываемым, мы дарим игроку с ником К. Майкл специальную медаль, золото и, конечно же, звание защитника. В номинации «Снайпер недели» мы уже по доброй традиции представим вам хит-парад из 3 выстрелов, и для начала перенесемся на Эрленберг. Первое время бой складывается для зеленых удачно, о чем свидетельствует счет 3-0. Наш бронзовый призер на Су-152 отъехал от базы метров на 15. Казалось бы, что он может отсюда сделать? А вот что. Вражеский ВК-3001П даже не попал в прицел, но, как показывает практика, для хорошего снайпера это не особо важно. Посмотрите еще раз, какой отличный выстрел. Второе место достается танкисту на Т-29. Карта топь. Наш герой обнаруживает у себя удручающий 0 в графе убитых противников. Конечно же, радовать это не может. И вот он шанс. Вражеская САУ попадает в прицел. Выстрел и промах? Нет, настоящий снайпер так просто не отпустит свою жертву. Выслеживаем вражеский танк по следам падающих деревьев и показываем неприятелю дорогу в ангар. Первое место и почетное звание снайпера недели уходит игроку с ником Вегрегор на 7-м ИСе. Всем нам давно известно, что вой сирены в мире танков — это как дикая смесь ора котов, истошного плача младенца и скрипа мела по доске. В общем, не особо приятные звуки. Наш герой абсолютно согласен с таким мнением и не может дождаться момента, когда он наконец сможет утихомирить врагов. Да вот только этих самых врагов не видно. Но думать некогда. Полоска захвата добралась до 100, выстрел в пустоту, и вражеский першинг отправляется в небытие вместе с 45 пунктами захвата. Второй выстрел менее эффектный, но не менее эффективный. Е-75 тоже покидает бой. Легкое третье попадание по борщу, и команда уже разбирает оставшихся врагов. Целая серия отличных попаданий приносит нашему герою звание снайпера этой недели. Достойная награда за достойную игру. Поздравляем! Вот мы и добрались до главной номинации – лучший реплей недели. Почетное звание уходит игроку с ником Иван Тверь на 416-м объекте. Нашего героя вместе с его товарищами по взводу закинуло в штурм на степи, в бой к 9-10 уровням. Расклад так себе, но делать нечего, будем кидаться с ножом на автоматы. Первый поток неприятелей около базы благополучно отбит, а дальше нас ждет настоящее веселье. Враги в количестве 4 штук начинают прямо-таки прессовать союзников. Удачный маневр в исполнении нашего героя позволяет зайти за спину сначала 8-му ИСу, а затем и Фошу.
Доза бронебойных инъекций успешно введена. Избавляемся от Т-54Е1 и смотрим, как взводный ФЦМ-50Т буквально жертвует собой, чтобы мы получили возможность раздавить назойливого таракана. Счет 9-11, и это совсем не критично, особенно когда можно без помех отправиться на поиски арты. Роль Индианы Джонса нашему герою пришлась по душе, тем более, что всем известно, где вражеские САУ разбили себе поселение. Уничтожение артиллерии – важная стратегическая задача, но есть и другая, куда более судьбоносная дилемма. Две вражеские ПТшки окружили последнего союзника, и вроде бы надо помочь, но в то же время начался захват базы. Секундное раздумье, и выбор сделан. Едем на базу и обнаруживаем 7-го ИСа. Напряженное рандеву нашего Давида с Голиафом началось. Попытка закрутить соперника – идея хорошая. Вот только не надо забывать, что башня у 416-го полный оборот не делает. Да и ИС-7 не самый медлительный танк. Тяж душевно вкладывается в нашего героя, и теперь у него нет права на ошибку. Объект на один выстрел. Шансы на благоприятный исход примерно такие же, как у тираннозавра почесать нос. И рикошет. Выцеливаем уязвимость брони ИСа. Есть. Фух. Ощущение, что убили крокодила зубочисткой. Ладно, бой еще не закончен. Несложно догадаться, что последний товарищ по команде уже умер, и теперь надо действовать хитро. Делаем солидный крюк и позволяем неприятелям встать на захват. Все по плану. Сбиваем захват и очки прочности у Т-30. И вираж номер 2. Т-110Е4 чудом остается в живых. Обмен выстрелами без урона с неугомонной 30-кой и пытаемся завернуть еще один вираж. Но не тут-то было. Т-110Е4. Только мастерство и любовь к фильму «Матрица» позволяет объекту продолжить бой. Да как продолжить? Убиваем врага и тут же приступаем к главному блюду. Стреляем по ненавистной американской ПТХе и оставляем ей 21 хп. Следующий выстрел проходит без урона, и кажется, это конец. Т-30 стреляет и рикошет. Невероятно, даже парню, у которого в гараже стоят Lamborghini Batmobile Type 59, не так везет. Добиваем врага. И есть победа. Мастерство, настойчивость, везение и грамотные действия на протяжении всего сражения позволили игроку с ником Иван Тверь затащить такой бой. И он вполне заслуживает звания лучшего реплея недели. Поздравляем! Ну и на этом у меня все, но не спешите закрывать ролик. В самом конце вас ждет еще одно видео про Маус. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Кстати, у World of Tanks есть еще и отличный канал с роликами от наших игроков. Обязательно загляните туда. Такие классные передачи, как «Мама, я заснял» и «Папа, у меня получилось» определенно заслуживают внимания. Ну и всеми любимые фрагмуви тоже хороши. Вот теперь уже точно все. С вами был Кирилл Орешкин. Всем спасибо, всем пока.